Здравствуйте, дорогие мои рукодельницы! Меня зовут Елена, и я рада вас приветствовать на своем канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи». Сегодня хочу вас пригласить на мастер-класс по вязанию очень красивого легкого узора. Узор вяжется крючком и состоит всего лишь из 2 рядов. Вяжется просто, быстро и легко. Это самое главное. Этим узором вы можете связать кофточку, джемпер, которую вы видите на фото, как демисезонный вариант, так и летний вариант. И также я в конце видео прикрепляю для вас все схемы, которые вам понадобятся для вязания этой модели кофточки. Если вам понравился узор, то можете его сохранить у себя в плейлисте и взять в копилочку. Я думаю, что когда-нибудь он вам пригодится. Если вы еще не подписаны на мой канал «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжи», то обязательно подпишитесь и включите колокольчик на все виды оповещения. Я думаю, на моем канале вам будет интересно. Сейчас мы с вами приступим непосредственно к вязанию. Вязать я буду по этой мини-версии схемы основного узора кофточки. Пряжу для вязания я выбрала Мисс, торговая марка производителя Alize. Состав 100% мерсеризованный хлопок, 50 грамм, 280 метров. И крючок для вязания у меня будет 1,5. Также можно вязать крючком 1,75 и 2. Номер 2. Для начала вязания образца узора я набираю цепочку из воздушных петелек. И потом буду по ней распределять раппорты. Количество раппортов и количество петель в одном раппорте я вам расскажу в конце видео и покажу. Для того, чтобы вам было легко высчитать количество петель перед началом вязания вещи. Данный вид узора можно связать прямыми и обратными рядами и по кругу. Я буду показывать мастер-класс по вязанию узора прямыми и обратными рядами. Набрала цепочку и сразу же приступаю к вязанию. Первую петельку пропускаю, во вторую провязываю 1 столбик без накида. В третью петельку провязываю 2 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 4 петельки цепочки. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петельку провязываю 1 столбик без накида. В 6-ю петельку провязываю 2 столбик без накида. И в 7-ю петельку провязываю 3 столбик без накида. И так мы повторяем. Сначала провязываю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки цепочки. И в основании 5-й петельки провязываю 1 столбик без накида. В основании 6-й петельки цепочки провязываю 2 столбик без накида. А в основании 7-й провязываю 3 столбик без накида. Все, связали еще 1 раппорт. Вяжем 3-й раппорт. Начало у нас будет раппорта повторение 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки и в 5-ю провязываю 1 столбик без накида. В 6-ю петельку провязываю 2 столбик без накида. И в 7-ю петельку провязываю 3 столбик без накида. Все, связали уже 1, 2, 3. 3 раппорта. Вяжем 4-й. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5.
Пропускаю 1, 2, 3, 4. В пятую петельку провязываю 1 столбик без накида. В шестую петельку провязываю 2 столбик без накида. И в седьмую петельку цепочки провязываю 3 столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 1, 2, 3, 4 петельки. И в основании пятой провязываю 1 столбик без накида. В основании шестой провязываю 2 столбик без накида. И в основании седьмой провязываю 3 столбик без накида. Все, на этом давайте еще один раппорт я свяжу и будем заканчивать вязать ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. Пропускаю 1, 2, 3, 4. В пятую петельку цепочки в основании провязываю 1 столбик без накида. В шестую петельку провязываю 2 столбик без накида. И все, заканчиваем вязать ряд 2 столбиками без накида. Ряд начинается и заканчивается одинаково. То есть начали с 2 столбиков без накида и заканчиваем 2 столбиками без накида. Связали первый ряд. Далее мы будем вязать второй ряд узора. 1 воздушная петелька, разворачиваю вязание и вот в вершину столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В арочку цепочки из 5 воздушных петелек мы провязываем с вами 3 столбика. Либо с одним накидом, либо с 2 накидами. Я буду вязать столбики с одним накидом. Первый столбик с одним накидом в арочку цепочки из 5 петель. Второй столбик с одним накидом в арочку цепочки. И третий столбик с одним накидом в арочку цепочки. Все 3 столбика мы связали в арочку первой цепочки. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Провязываю 1 столбик без накида в вершину второго столбика без накида предыдущего ряда. Вот первый, здесь вот второй, вот центральный столбик без накида. Провязываю 1 столбик без накида. И вяжем с вами пико. Из одной воздушной петельки. И вот таким образом мы при помощи столбика соединительного без накида провязали вот это пико. Оно, видите, какое маленькое по размеру и не совсем такое заметное. Незаметно его можно изменить, провязав из вершины вот этого столбика без накида, который мы с вами связали, связать 2 воздушных петельки, либо 3. Вот если 3 петельки провязать цепочкой из 3 петель, и вот за эти 2 петельки я провожу крючок, который 2 петельки перед работой смотрит на меня. Захватываю нить, протягиваю ее на себя, на крючке у меня 2 петельки, соединяю. У меня получилось вот такое пико. Можно таким образом связать, но мы все-таки придержимся схемы, и я свяжу пико из 2 воздушных петелек. Будем далее вязать пико из 2 воздушных петелек. Таким образом, 3 воздушных петельки. И в следующую арочку цепочки, это у нас будет вторая по счету, вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3. 3 воздушных петельки. И вершину вот второго столбика, первый, второй,
провязываю 1 столбик без накида. Из этой вершины сейчас будем вязать с вами пико из 2 воздушных петелек. Раз, два, 2 петельки провязали. Теперь вот в эти петельки, которые смотрят на меня перед работой, прокалываю крючок, захватываю нить, вывожу на себя, на крючке 2 петельки, и через 2 петельки я провожу рабочую нить, у меня получилась 1. Все, связали с вами пико из 2 воздушных петелек. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. И вот в вершину вот этой арочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Все, 3 столбика провязали. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. Далее вершину второго столбика без накида, вот первый, второй, провязываю 1 столбик без накида. И из этой вершины будем вязать пико из 2 воздушных петелек. Раз, два. Теперь вот в эти 2 петельки, которые у меня перед работой, захватываю рабочую нить, вывожу на себя, 2 петельки на крючке и соединяю при помощи рабочей нити в одну. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Провязали. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. И провязываю вершину второго столбика без накида, 1 столбик без накида. И из этой вершины вяжем пико из 2 воздушных петелек. Раз, два. Провязали. Теперь вот через вот эти 2 петельки, которые смотрят на меня перед работой, провязываем 1 столбик без накида. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 5 петель предыдущего ряда вяжем 3 столбика с одним накидом. Три воздушных петельки. Вершину второго столбика, первый, второй, центральный, провязываем 1 столбик без накида. Из этой вершины столбика вяжем 2 воздушных петельки и провязываем пико. Через 2 петельки, которые смотрят на меня, захватываю рабочую нить, протягиваю, получилась 1 петелька. И заканчиваем вязать узор. Раз, два, 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 5 петель провязываем 3 столбика с одним накидом. Можно вязать столбики с 2 накидами по вашему желанию. 3 воздушных петельки. Раз, два, 3. И в крайний столбик провязываем вершину 1 столбик без накида. Все, связали с вами еще один ряд. Это основной ряд узора, первый ряд узора. Вот эту цепочку, это у нас был начальный ряд для того, чтобы перейти к основному узору. Узор у нас начинается вот с этого ряда, который мы сейчас с вами провязали. Начало узора, он здесь по счету второй. Приступаем к вязанию 3-го ряда, либо 2-го узора. Так как у нас узор состоит всего лишь из 2 рядов, вот мы сейчас будем с вами вязать 2-й ряд узора. А по счету он будет 3-й. Раз, два, 3, 4, 5, 6.
Набрала цепочку из 6 воздушных петелек, разворачиваю вязание. И в вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по одному столбику без накида. Вот вершину первого столбика провязываю один столбик без накида. Вершину второго провязываю второй столбик без накида. И вершину третьего провязываю третий столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю вот этот элемент, где у нас было провязано пико. И вершину первого столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. Вершину второго столбика провязываю второй столбик без накида. Вершину третьего провязываю третий столбик без накида. Набираю цепочку из 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину первого столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом. Вершину второго столбика провязываю второй столбик с одним без накида. И вершину третьего столбика с одним накидом провязала третий столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек цепочка. И приступаем к вязанию. Вершину первого столбика провязала один столбик без накида, в вершину второго второй и вершину третьего третий столбик без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И в вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. И в вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида. 2 воздушных петельки. И заканчиваем вязать ряд. Провязываю вершину столбика без накида предыдущего ряда один столбик уже с 2 накидами. То есть давайте я еще раз покажу, как закончить ряд, если будете вязать прямыми и обратными рядами. 2 воздушных петельки, 2 накида на крючок и вершину столбика без накида предыдущего ряда провязываем один столбик с 2 накидами. Все, довязали мы с вами третий ряд. Приступаем к вязанию следующего ряда. Это у нас будет 4-й по счету от начала вязания. Набираю цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вот в арочку цепочки из 2 петель провязываю один столбик с одним накидом. С учетом 3 петель подъема у нас связано 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. И вяжем вершину центрального столбика. У нас по счету 2 получается. 1, 2. Пико. То есть перед этим мы провязываем один столбик без накида. И из его вершины мы вяжем 2 воздушных петельки. И соединяем их при помощи столбика без накида. Таким образом. Все связали из вершины столбика без накида пико. 3 воздушных петельки цепочка. И далее мы вот в эту первую арочку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. То есть мы повторяем узор второго ряда только в шахматном порядке. Вяжем 3 воздушных петельки, вершину первого, второго столбика без накида провязываю один столбик без накида. Из его вершины вяжу пико из 2 воздушных петелек.
Соединяю при помощи столбика без накида. Набираю цепочку 1, 2, 3 воздушных петельки. И в следующую арочку из 5 воздушных петелек провязываю 3 столбика с одним накидом. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. В вершину второго столбика, первый, второй, провязываю 1 столбик без накида, вяжу пикой из 2 воздушных петелек и соединяю таким образом. 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3 воздушных петельки. В третью вершину столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. И из его вершины вяжем пико из 2 воздушных петелек. Связали пико, провязываем 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. И в вершину вот этого второго столбика провязываем 1 столбик без накида. И из его вершины вяжу пико из 2 воздушных петелек. Раз, два, 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 3 столбика с одним накидом. Так, провязали. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. И в центральный столбик без накида во второй провязываем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. 2 воздушных петельки у нас пико, прошу прощения. И вяжем вершину столбика без накида вот такой вот еще 1 столбик без накида. Все, и заканчиваем вязать ряд. 1, 2, 3 воздушных петельки. И вот здесь вот в арочку цепочки мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Приступаем к вязанию. У нас будет 5-й ряд по счету. 1, 2, 3, 4. И вот вяжем 5-й ряд. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и в вершину каждого столбика с одним накидом провязываю по 1 столбику без накида. Таким образом, то есть я связала 2 столбика без накида и провязываю цепочку из 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петелек. В вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по 1 столбику без накида. Всего 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек и в вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по 1 столбику без накида. Всего связал 3 столбика без накида.
Раз, два, три, четыре, пять. Цепочка из 5 воздушных петелек. Пропускаю вот этот элемент и в вершину каждого столбика с одним накидом провязываю вершину столбика по одному столбику без накида. Всего связала 3 столбика без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Цепочка из 5 воздушных петелек. Вершину каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю по одному столбику без накида. Раз, два, три, четыре, пять. Цепочка из 5 воздушных петелек. Вершину каждого столбика без накида провязываю по одному столбику без накида. Цепочка раз, два, три, четыре, пять воздушных петельки. И вершину каждого столбика провязываю по одному столбику без накида. Всего связала вот здесь 2 столбика. И закончили с вами вязать. Это у нас получилось 5 рядов по счету. 6-й ряд мы вяжем так же, как мы вязали с вами 2-й ряд. То есть вот эти элементы, 2 ряда, они располагаются в шахматном порядке. То есть сейчас вы можете перемотать видео там, где я показывал, как вяжется 2-й ряд узора, и продолжить работу. 6-й ряд повторяем как 2-й ряд. 7-й ряд вяжем как 3-й ряд от начала узора. Вот этот ряд, где мы с вами вязали арочки из цепочек, это у нас будет считаться как ряд, из которого формируется и вяжется основной узор. Давайте я все-таки вам покажу, каким образом связать 6-й ряд. А 7-й ряд вы уже будете вязать по принципу вязания 3-го ряда от начала вязания. Вот этот переход я сейчас вам хочу показать. 1 воздушная петелька подъема, разворачиваю вязание на другую сторону и вершину 1-го столбика провязываю 1 столбик без накида. Провязываю 1, 2, 3. 3 воздушных петельки, цепочка, и в первую арочку цепочки из 5 воздушных петелек провязываю 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки в вершину 2-го столбика без накида. Вот 1-й столбик, 2-й. Провязываю 1 столбик без накида. Из этой вершины вяжем пико. Пико у нас состоит из 2 воздушных петелек. И вот таким образом мы вяжем вершину столбика без накида, провязываем столбик без накида. Все, связали пико. Провязываю 1, 2, 3 воздушных петельки, цепочка. В следующую арочку цепочки из 5 петель провязываем вершину арочки 3 столбика с одним накидом. Все, провязала. И вяжу цепочку из 3 воздушных петелек. И в центральный столбик без накида провязываю 1 столбик без накида. Из этой вершины вяжем пико. Высота пико 2 воздушных петельки. Провязала 2 петельки и вершину столбика без накида провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Все, провязали. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Вершину 1-го, 2-го столбика без накида провязываю 1 столбик без накида.
2 воздушных петельки, цепочка, и вершину вот этого столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. В следующую арочку цепочки из 5 петель провязываю 3 столбика с одним накидом. Три воздушных петельки. Раз, два, три. Вершину вот первый, второй столбик, второго столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Раз, два, три. Так, 2 воздушных петельки у нас пико. И вершину столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Раз, два, 3 воздушных петельки. В следующую вершину арочки из 5 воздушных петелек провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. Вершину первого, второго столбика без накида провязываю 1 столбик без накида. Из этой вершины вяжем пико. Высота пико 2 воздушных петельки. В эту же вершину столбика без накида провязываем еще 1 столбик без накида. Раз, два, три. 3 воздушных петельки. В арочку цепочки из 5 петель провязываем 3 столбика с одним накидом. Все, довязали. Теперь заканчиваем вязать ряд. Провязываем 1, 2, 3 воздушных петельки и в крайний столбик без накида провязываем 1 столбик без накида. Все, связали с вами 6-й ряд узора. И давайте я еще вам покажу, как связать 7-й ряд. Все-таки хочу вам показать, чтобы у вас все получилось. Фрагмент я покажу, весь ряд не буду довязывать до конца. Набираю цепочку из 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петелек. Разворачиваю вязание на другую сторону. Вершину первого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываю 1 столбик без накида. Далее мы в каждую вершину столбика с одним накидом провязываем по 1 столбику без накида. Всего связано 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочка из 5 воздушных петелек. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываю по 1 столбику без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываю по 1 столбику без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываю по 1 столбику без накида. Цепочка 1, 2, 3, 4, 5 и вершину каждого столбика с одним накидом вяжем по 1 столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вершину каждого столбика с одним накидом провязываем по 1 столбику без накида. И заканчиваем вязать 2 воздушных петельки, 2 накида на крючок, и вот в этот крайний столбик без накида предыдущего ряда провязываю 1 столбик с 2 накидами. Вот в эту вершину столбика предыдущего ряда. Все, выровняли край, связали 7 рядов узора. Это получается, мы с вами связали. Смотрите, какой красивый узор получается. Такой нежненький, ажурный. Сейчас я вам буду рассказывать по количеству петель в раппорте и высоту раппорта
Смотрите, как красиво получается. Давайте рассмотрим узор. Если его отпарить, я вязала из стопроцентного мерсеризованного хлопка. Посмотрите, вот если его отпарить, как он будет прекрасно, нежно смотреться в любом виде изделия. Можно связать кофточку, топ, кардиган, жилет, шапочку, лиф платье. Вяжется легко, просто, быстро. Вы в этом сами убедились. И здесь можно даже не пользоваться схемой вязания. Он запоминается у вас быстро. И вы можете его использовать для вязания абсолютно любых вещей. По кругу и прямыми обратными рядами. Также для вязания данного узора вам необходима пряжа вне зависимости от состава пряжи. Она прекрасно будет вязаться, вот этот узор, из хлопка, из акрила, из шерсти, полушерсти, из тонкой и средней толщины. Присмотритесь к этому узору и возьмите его себе в копилочку. Посмотрите, как он нежненько и красиво смотрится. Так, я вместе с вами связала всего 7 рядов в высоту. Связано у нас в ширину, давайте посчитаем количество раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в высоту у меня связано, получается, 1 раппорт, 1,5 раппорта в высоту. Так как у нас узор идет в шахматном порядке, то мы за высоту раппорта берем 2, 3, 4 и 5 ряд. Далее вы вяжете, повторяя узор со 2 по 5 ряд включительно. Вот этот первый ряд, состоящий из арочек, цепочек, это у нас был просто ряд, из которого мы делали переход к основному узору. Вы перематываете видео на ту часть, где я показывала, как вяжется 2 ряд узора, и провязываете уже следующий раппорт со 2 по, давайте еще раз, 2, 3, 4, 5, со 2 по 5 ряд. Я с вами связала 7 рядов, это получается 1,5 раппорта в высоту у меня провязано. Смотрите, какой очень красивый и нежный узор у нас получился с вами. Присмотритесь к этому узору, смотрите, как он нежно, мило смотрится, вяжется просто легко. Вы в этом сами сейчас убедились. Состоит из 2 рядов, которые потом повторяются в шахматном порядке. Высота раппорта у нас с учетом повторения получается 4 ряда. Это высота раппорта. А узор вяжется очень просто и легко запоминается. Можно потом вам его вязать уже без использования схемы. Насколько он простой и в то же время очень красивый. И можно связать кофточку, которую вы видите на фото, топ, лиф платье, маечку, жакет, кардиган летний, жилет, шапочку, палантин, снуд. Область и спектр применения данного узора очень разнообразный. Присмотритесь к нему и возьмите себе его в копилочку на заметку. Я думаю, он вам пригодится, даже если вам не понравилась данная модель кофточки. Его можно вязать из абсолютно любой пряжи по составу. Я вязала из стопроцентного мерсеризованного хлопка. Также он будет прекрасно смотреться, если вязать из пряжи с содержанием акрила, мохера, ангоры, шерсти, полушерсти. И чем тоньше пряжа по метражу, чем больше метраж, тем ажур смотрится нежнее и красивее. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась.
Всего у меня связано 7 рядов. Если вы продолжите вязание, то у вас будет просто очень-очень симпатичный узор. Я думаю, он вам понравился. Раппорт узора у нас состоит из 7 петель. Вязала я по этой схеме. Значит, здесь получается у нас повторение узора, каким образом происходит. Раппорт, вот 3 столбика с одним накидом и элемент, который состоит из 3 воздушных петелек, пико, 3 воздушных петельки, и далее вот идет повторение следующего раппорта, где связано 3 столбика с одним накидом. То есть вот этот раппорт, он состоит из 7 петель. А высота со 2 по 5 ряд раппорта включительно. Вы повторяете вязание. 6 ряд вяжете как 2, 7 как 3, 8 как 4, 9 как 5 и так далее. Принцип вязания вы поняли. Я никогда не считаю начальную цепочку, просто набираю произвольную цепочку и уже на эту цепочку накладываю узор. Количество петель вот здесь я посчитала 7. И потом вот вы уже формируете вот этот узор, вяжете в высоту. Я надеюсь, вам мастер-класс мой понравился. Желаю вам прекрасного настроения, легких петелек и творческого вдохновения. Я надеюсь, вы видео досмотрели до конца. И хочу вас пригласить на следующие мастер-классы. Заходите ко мне в гости на канал с 16:00 до 15:00 по московскому времени. В этот промежуток времени я, как правило, стараюсь ежедневно публиковать новую для вас интересную информацию и обучающие видеоуроки и мастер-классы. Добро пожаловать на мой канал. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч.